Ассаляму алейкум всем, кто смотрит это видео. Сегодня мы будем подходить к людям и предлагать им послушать отрывок из Корана, чтобы увидеть их реакцию и узнать, слышали ли они когда-то что-то подобное. Добрый вечер. Мы снимаем видео. Я вам дам кое-что послушать примерно на минуту, и вы нам скажете свои впечатления, свои эмоции. Одевай наушники. Будешь слушать, тут перевод, текст перевода. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Вот, как раз. Как ты думаешь, что ты послушал? Аят Корана. Аят Корана. То есть, давай микрофон возьму еще раз. Как ты думаешь, что ты послушал? Я уверен, что я послушал аят Корана, ибо я изучаю арабский язык, я уверен, что это был именно арабский язык, и я до этого это слышал, поэтому из этого такое уверенное суждение. Да, до этого, значит, слушали. А где вам доводилось слушать? Ну, увлекаясь как бы арабской культурой, непременно натыкаешься на подобное, учитывая то, что арабский язык не един, а есть вот есть условно такой панарабский язык, который международный, между арабами, и именно на нем написан Коран, то мы его изучаем и вот так как-то. Опираетесь, наверное, в обучении на Коран, да, в какой-то степени? На данном этапе вообще нет. Пока что, главное, по учебникам. Да. Какие у вас эмоции вызвало прослушивание? Ничего отрицательно сказать не могу. Звучит как бы замечательно. В целом нравится, как звучит арабский. Сам посыл. Также я увлекаюсь религиоведением, тоже интересно. И вот, допустим, если сравнивать с тем, как поют евреи, когда читают Талмуд, как поют православные, католики, это не идет ни в какое сравнение с тем, как читают Коран по красоте и потому, как они отдают всего себя к прочтению. Спасибо большое. Очень интересный взгляд на Коран и на то, как его читают. Спасибо большое, что приняли участие. Спасибо. В наушниках? Да, я вам дам в наушниках послушать. Буквально... Один мне достаточно. Да, держите один. Буквально на минуту. Вот, смотрите, тут перевод будет. Надо читать на русском языке. Ну, можете слушать перевод, чтобы понятно было. Ну я понял, это как называется, я знаю это. Ну прекрасно. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Это прекрасно. Можно я... Нет, у меня большая. На паузу? Да.
меня, видишь, еще Я прям забыл, я даже знаю, как это называется, я прикольно. просто название вспомнил. Это вид этих... что я должен сказать? Это замечательно, это прекрасные слова, великолепные. Ну, Правда. как вы думаете, что это? Ну я не помню, я знаю название, но я не помню просто. И Ну, поэтому не могу вам Может быть, сказать. повыше. Вам доводилось раньше, может, слышать? Да, когда-нибудь? мне доводилось, да, поэтому я знаю, о чем. Какие у вас эмоции вызывает? Ну приятные, конечно, Приятные, только да? конечно. Успокоение, может, какое-то, А да? успокоение, да, и замечательное настроение. Спасибо. Это вы послушали Коран, Да, я На понял. арабском А языке. это как называется? Это именно то, что когда они поют, как это называется? чтение Корана. Ну, есть название этому. Вот это и есть чтение Корана. Ну, по-моему, я слышал. Вы, просто- может быть, азан Просто слышали? дочь, наверное, Кадырова Ахмата пела, и я вот это как-то называется, быть. по-моему. Ну, вот я слышал это. Папа, Все, хорошо, Всё, мы-то спасибо. поедем домой. Все, до свидания. Да, дочь, пойдем. В общем, я включу, будете слушать. Пользуясь случаем, хотел поделиться со своими зрителями тем фактом, что еще в 2022 году у людей, которые занимаются своим делом, пошла тенденция продвигать свои бизнесы в социальных сетях. А для этого, как известно, придется создавать рилсы, тиктоки, вести истории и так далее. А это, как известно, людям, которые уже освоились в офлайне, очень проблематично будет даваться. Именно поэтому в последнее время активно набирает популярность новая профессия. И это видеомейкинг. Эти люди занимаются тем, что они получают готовые снятые видеоматериалы от людей со своим бизнесом. Далее им остается их смонтировать, чтобы получился классный, динамичный ролик, который будет собирать много продаж. И переносить деньги и вашему заказчику, и непосредственно вам за то, что вы это видео и смонтировали. А оплачивается этот труд в среднем $20-30 за видео 30-60 секунд. В месяц один эксперт нуждается от 10 до 15 видео. То есть, если вы будете сотрудничать хотя бы с одним экспертом, то тут уже и за $1000 выбраться можно. Сейчас вы, наверное, подумали, звучит это, конечно, заманчиво, но монтировать-то я не умею, да и это, наверное, сложно. Но тут я спешу вас обрадовать, ведь пройти курс динамичного монтажа можно всего за 2 недели и уже брать первых клиентов. Всего за 2 недели вы научитесь делать динамичные ролики, которые будут удерживать взгляд вашего зрителя и набирать огромные просмотры, перенося при этом продажи вам и вашему эксперту. В описании я оставил ссылку на свой инстаграм, переходи туда и изучай подробности. В общем, я включу, будете слушать, там на другом языке, тут перевод будете читать. قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Как вы думаете, что вы послушали? Наверное, что-то из религиозного. Ну, Да, даже что-то вера, истина. Ну, как-то создание всего живого, это человеческий путь, все умрет. Но подача для меня была как-то очень странная. То есть ты появляешься, он тебе говорит, как это создавалось, и сам человек, начиная от клетки, от мяса, от костей, всего дальше. А потом, что тебя ждет, что ты будешь жить и в дальнейшем умрешь, это понятно, а потом обратно воскрешен. Ну, типа как реинкарнация в этом плане. Но мне, допустим, было как-то не до конца, что ли,
привычно, понятно. Да, из контекста вырвано. Наверное, да. это все-таки сказывается с тем, что мы относимся к другой религии, и у Мгм. нас это немножко по-другому, в том числе дарвин, еще что-то. А это уже ближе к исламу, Да. поэтому как-то непривычно. Ой, наушники. Как ты думаешь, что ты послушал? Не знаю, вырезку из какой-то книги исламской. Как вы думаете, что вы послушали? Ну, создание человека, как его, ну, всего живого, как его Да, ну как это реинкарнация. называется? Что это за источник? Но это не мантра, это, скорее всего, Коран. С Корана. Верно, это Коран. Слышали ли вы когда-нибудь раньше что-то подобное? Нет. Ну, сам по себе человек неверующий, поэтому... Да. Вы когда-нибудь раньше слышали что-то подобное? Нет, ничего никогда. Слышал, может, когда-нибудь раньше что-то подобное? Честно, нет. Не сказал бы. Какие у вас эмоции вызвало прослушивание? Может, успокоение, может, тревогу? Да, честно, как-то больше индифферентно, наверное, поэтому. Все неоднозначно. Ну, успокоение, может, какое-то почувствовали, концентрацию. Ну да, скорее концентрацию, потому что понять, что там написано вообще, наверное, только это. Мгм. Какие эмоции у вас это вызвало? Может, успокоение, может, тревогу? Ну, какую-то концентрацию, чуть-чуть отреченности. Мгм. То есть отвлекся от всего происходящего по максимальному, хотел вникнуть, что это такое. Ну и все. Ну, как бы второй раз, третий раз бы я это слушал, пересматривал, но это не мое точно. Да. Какие у тебя эмоции вызвало прослушивание? Напряжение. Очень странное. Ждал подвох какой-то. Напряжение, может, концентрацию какую-то, да? То есть расслабление, там, какого-то успокоения не Ну, почувствовал? что-то среднее между напряжением и успокоением. То есть, наоборот, более Ну, такой маленький. настороженность, да? Ну да. Что-то такого ожидал. Что-то другого. Ну, Как-то нейтрально. Да, больше нейтрально. Да. В общем, это Коран. Спасибо вам за ваше мнение и за участие. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Ну, вам спасибо. Хорошего дня. И вам. взял умиротворяющий. Мгм. Спасибо за ваше мнение. Это был Коран. Поэтому, если вам будет интересно, почитайте, что это такое. Возьмите наушники. Может, вы тоже да послушаете. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Сейчас, секунду. Как вы думаете, что вы послушали? Какую-то молитву арабскую. А если конкретнее? Ну, С Корана, скорее всего, что-то такое. вероятнее всего. из Корана, да? Слышали ли вы раньше что-то подобное? Да. Я нет. Я да. А где вы слушали, можете рассказать? Ну, так как я работаю в Москве, там очень часто можно встретить людей, которые как-либо связаны с религией данной. Представители, в Да, общем, да. и вот у них можно, вот я, так как я с ними еще и работал, вот у них вот такое, то, что у меня была верующая, очень сильно она включала такие ролики. Да? Поэтому что-то предположить можно, что это что-то из этого. Вот. Какие у вас эмоции вызвало прослушивание? Как это сказать? Сложно объяснить даже на самом деле. Ну, может, успокоение, может, тревогу. Скорее какое-то удивление. Я бы так это объяснил. Ну, А у вас? Удивление то, что это была не музыка. Вы сказали, что это будет музыка. Не, я вам сказал, я вам дам что-то послушать, вы потом узнаю ваше мнение. Я думал, что это будет музыка какая-то. Вот поэтому, да, это было удивление.
Но вот именно от прослушивания, какие, может, эмоции возникли у вас? Я могу сказать, что я совершенно другой религии, поэтому, наверное, это мне не совсем понятно. Мгм. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошего вечера. Хочу сказать спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Если видео показалось вам интересным, можете поставить лайк и подписывайтесь, ведь скоро будет вторая часть.